Привет! Сегодня я собираюсь поехать на штормовые ворота, которые называются Maas Lange Kering. Это те самые ворота, которые защищают Роттердам. Очень интересный объект, я считаю, поэтому стоит его посмотреть. Еду туда на велосипеде. Вдоль реки проходит линия метро, пока не рабочая, но они ее уже тестируют. Она особенно тем, что будет от Роттердама идти к самому морю. Сейчас я нахожусь у реки Nieuwe Maas. Это та река, которая идет под Роттердамом, под Схедамом, городом, в котором я живу. И в конце концов впадает в Северное море. Вот я уже довольно близко подъехала, сейчас еще ближе подъеду. В общем, только что я была в музее, который называется Kering House. И там рассказывается полностью о том, как было спроектировано, продумано создание этого инженерного крупного объекта. Значит, вход в музей этот стоит 2 евро с чем-то, но, в принципе, там вся информация на голландском. На английском можно посмотреть фильм, который расскажет о том, как это вообще создавалось, как это проектировалось, почему, какая проблема стояла. Но сейчас даже отсюда и так же самое из окна этого музея можно посмотреть довольно близко на этот объект. Он сейчас открыт, он вообще открыт практически все время, закрывался за все время с момента тестирования дважды, причем прошлый раз был в 2018 году. Что удивительно в этой штуке, это то, что она управляется автоматически, то есть она анализирует ситуацию, как там погода. На основе этого принимает решение о том, стоит ли закрывать эти ворота. И этой системе полностью мы доверяемся, то есть пока что срабатывало все идеально. Такое, что эти два крыла как бы проплывают на середину, потом они наполняются водой и приседают на дно. Причем тестировать они не могли это заранее. Им приходилось все просчитывать идеально, точно до того, как они смогли, то есть, воплотить это в жизнь. Вот так он выглядит с другой стороны. Недалеко от штормовых ворот находится небольшой городочек. Называется Hoek van Holland. Неподалеку есть классный парк. И здесь уже не так ветрено, поэтому становится даже жарко. Эта местность вокруг очень интересная. Здесь не знаю, с чем это связано, но еда почему-то дешевле. Мне удалось пообедать за 7 с чем-то евро, попить вкусный кофе при этом. Я сюда часто приезжаю на велосипеде, потому что здесь и море недалеко, и вообще место для отдыха очень классное. Вообще интересно и удивительно наблюдать за тем, какие решения приходилось голландцам принимать по поводу их водяной проблемы. То есть им все время приходилось с водой бороться, потому что Нидерланды находятся ниже уровня моря, большая часть. Если бы Нидерланды затопило, то затопило бы примерно на несколько метров, на 4 метра, где-то так. Поэтому строились все эти дамбы, штормовые ворота.
Сейчас вода откачивается с помощью специальных насосов, раньше это происходило с помощью мельниц. Вода выкачивается постоянно, но голландцы понимают, что в какой-то момент уровень воды поднимется, и с этим они уже не смогут так эффективно бороться с помощью штормовых ворот. Поэтому что они делают сейчас? Они специально делают разные уровни дамб. Голландцы рассчитали все так, чтобы если вдруг затопит, они точно уже себе очертили, какие территории можно, чтобы затопило. То есть, например, фермерские территории, они решили, что обойдутся малой кровью и в случае чего затопит только эти территории. Поэтому, когда покупаешь дом, тоже нужно знать, где его покупать можно, а где нельзя, потому что в каких-то местах может оказаться так, что эти места рассчитаны под затопление. Но на самом деле меня удивляет, что в какой-то момент они решили, что не смогут бороться с водой постоянно, и они решили уступить какие-то части земли воде. Только таким тактическим приемом они смогут оказаться в более выгодной для себя ситуации. Теперь мне предстоит долгий путь домой. Это примерно 25 километров. Ну что, посидели и в путь.